Доброго времени суток, канал Python Hub Studio. Продолжаем писать нашего бота, и в этом видео мы с вами разберемся с нюансами команд нашему боту от пользователей. Для того, чтобы бот исполнял разнообразные команды пользователей из нашего чата, нам потребуется декоратор. Не событие, а декоратор команд. Для этого нам необходимо здесь записать. Пишем собака по имени экземпляра нашего бота bot.command. И здесь в данном декораторе необходимо записать скобки вызова. Точно так же записываем асинхронную функцию async. Так, def. И теперь какое имя дать для функции? Допустим, если мы дадим имя тест, что это будет означать? Это будет означать, что если пользователь ведет в чате вот этот префикс, то есть знак восклицания и имя этой функции тест, то исполнится код, который будет написан в этой функции. Соответственно, так, что мы здесь пропишем? Для начала тест, то есть это будет функция проверки онлайн бот или нет. К примеру, давайте сделаем так. То есть в ответ на эту команду бот должен отправить в чат этому пользователю соответствующее сообщение. Для этого здесь необходимо использовать оператор await. То есть это оператор из модуля Asyncio, который импортирован у нас автоматический модуль из Discord, сюда его вы не добавляете. Что он означает? Благодаря этому оператору, когда на сервере к боту идет множество обращений, как только в одном потоке появится свободное пространство для выполнения этого запроса, команда в этом операторе исполнится. Итак, у нас будет событие, то есть команда пользователь отправит восклицательный знак тест в чат. Соответственно, эту команду нам необходимо уловить сюда в параметр. Этот параметр называем KTX. Именно так его нужно записать. То есть сюда поступит информация о том, кто именно, в каком чате и так далее отправил эту команду. И теперь здесь мы в операторе await записываем следующее. KTX.send, то есть отправить обратно сообщение. Какое? Ну, так как мы проверяем бот онлайн или нет, то отправим грязно выругался. Так, и получится здесь будет перед этим. То есть бот ботяня грязно выругал. Давайте теперь это проверим. Запустим нашего бота и посмотрим. Так, бот подключился. Так, все, бот в сети. Давайте напишем ему эту команду. Так. Есть и команда тест. Отправляем, бот нам ответ пишет. Грязно выругался. Есть. Так, закрываем. Теперь далее. То есть в ответ на такую простую команду мы можем отправить в чат ботам любое сообщение. Итак, теперь что делать, если нам, к примеру, нужно кроме просто ответа еще и принять какие-либо аргументы из этой команды. О чем я говорю? Давайте посмотрим. Пишем еще одну команду. Команд может быть, в принципе, неограниченное количество, поэтому мы записываем. Так, бот, команд. Декоратора точно так же. Все дублируем. Асинхронная функция. И обратите внимание, функцию можно назвать не только на латинице, но и кириллице. Например, у нас будет команда info. Естественно, сюда точно так же передаем параметр. Записываем параметр KTX, двоеточие, и здесь пишем наш код. То есть о каком дополнительном аргументе я сейчас говорю. Допустим, так, пользователь ведет, например, он может ввести info, или может ввести, например, info пробел общее. Так вот это второе слово, которое через пробел после команды идет, можно уловить, как в принципе и не одно. Давайте посмотрим, как это сделать. То есть здесь мы записываем обязательно первый параметр. У нас идет параметр KTX. Дальше у нас здесь записываем arg. Вот именно второе слово попадет вот сюда, через пробел. И давайте сейчас здесь запишем соответствующий код. Запишем пока здесь просто оператор await, контекст отправить обратно, и сюда просто будем обратно отправлять то, что у нас в параметре arg, чтобы мы посмотрели, что это нам дает. Итак, переходим в наш Discord. Так, мы запишем info. Так, забыл запустить бота сейчас.
Итак, пишем info. Сейчас бот, ага, все, появился. Соответственно, ничего нет, бот ничего и не отправляет. Но если мы, допустим, напишем info общее, бот нам вернет общее. А теперь давайте проверим следующее. Что будет, если мы напишем info общее и здесь еще через пробел еще одно слово. Например, info общее инфа. Он нам все равно вернет только общее, потому что в этот параметр arg попадет только одно слово, которое идет через пробел. Соответственно, если нам нужно отдельно поймать еще и вот это, то мы здесь должны записать второй параметр arg. Ну, вот, например, здесь мы можем записать arg2. Или, например, другой вариант. К примеру, нам необходимо уловить, чтобы здесь пользователь не написал. То есть он может написать info и здесь целое предложение. Например, нам это необходимо для того, чтобы перевести, к примеру, на другой язык. Например, у нас бот-переводчик. Соответственно, здесь следующий синтаксис. Здесь необходимо после параметра контекста поставить звездочку, запятая, и тогда только записать arg. Именно таким образом мы с вами сможем уловить любое предложение, сколько бы там оно ни было, после ключевого слова команды. Итак, переходим, где у нас там Discord. Так, бота надо перезапустить. Так, соответственно, мы его закрываем. Что у нас там? Какое-то было сообщение об ошибке, ну да ладно. Это видно, когда я вводил несоответствующее количество фраз для команды. Так, бота мы перезапустили. Так, он есть. И теперь давайте проверим. Вводим info. Так. Так, и здесь какое-то предложение. Отправляем это. Бот все это уловил. То есть он в параметр arg взял все то, что было написано после команды info. Но в данном случае нам это не нужно. Мы с вами пишем конкретного бота. И теперь здесь мы с вами запишем параметр arg. У него будет изначально по умолчанию значение none. Так, none. И теперь, что мы можем взять с вами из параметра контекста? Например, из параметра контекста мы с вами можем взять айдишник и логин того, кто написал команду info, чтобы обратиться к нему лично. Для этого, например, заводим свою собственную переменную автор, в которую присваиваем из контекста, из атрибута message. Мы с вами точно так же вызываем автор. Сюда у нас вернется это значение. И теперь, в зависимости от того, что у нас будет, то есть что он ведет, info, пробел и, к примеру, общее и так далее, что он туда может ввести, мы напишем позже, во время присоединения к гильдии. Ему будет высылаться ботом соответствующий список команд. Соответственно, мы здесь с вами можем прописать при помощи операторов if, elif, else соответствующее поведение для бота. То есть, если пользователь ведет вот таким вот образом, если он ведет просто info, ему выведется список доступных ему команд. Если он ведет info пробел общее, то соответственно выведется текст бота: я ботяня, слежу за порядком в чате, третье предупреждение за мат, бан. Соответственно, команда тест проверить бот онлайн и статус мои предупреждения. Это мы все с вами напишем позже. И если он введет туда что-то, что здесь не перечислено, бот выведет, что такой команды нет. И теперь давайте сохраним эти изменения, запустим нашего бота и проверим, как это работает. Так, ботяня на старте, все отлично. Итак, вводим команды. Для начала введем просто info. Он нам вводит, возвращает info общее или info команды, варианты. Давайте введем info общее. Так, он нам возвращает: ботяня, слежу за порядком в чате, то есть за третье предупреждение, то есть третий раз поматерился, он будет банить. И теперь введем команду info. Так, info команды. Запускаем, есть. Так, команда тест бот онлайн и команда статус, которой у нас еще нет, проверяет статус, то есть сколько было уже предупреждений у пользователя. Это все будет браться, эти значения, из базы данных. Так, но в этом видео пока не об этом. Так,
тест, Батяня грязно выругался. Теперь дальше переходим обратно в редактор. Еще один момент сейчас рассмотрим. Обратите внимание вот на вот эту запись. То есть мы с вами из контекста, из сообщения берем с вами айдишник и имя автора, и в Дискорде это выглядит вот так. То есть бот отвечает: ник Python Hub Studio, такой-то номер. Но это можно сделать покрасивее. То есть здесь необходимо дописать следующее. Так, здесь 4 штучки. Сейчас я сделаю так, чтобы... Записываем точка mention. Так, это будет означать следующее. Сохраняем эти изменения, перезапускаем нашего бота и смотрим. Введем то же самое, то есть команда, например, info. Обратите внимание, как он сейчас нам отвечает. То есть он отвечает с упоминанием, то есть он упоминает автора, и здесь его номер не указан. По-моему, так более красиво смотрится. На этом данное видео завершается. Сейчас я открою редактор, разверну полностью код бота, который сейчас есть. В следующем видео мы с вами рассмотрим не команды, а уже события, то есть реакция на присоединение какого-либо участника к нашему серверу, если он покидает сервер, а также события, то есть научим нашего бота анализировать отправленное сообщение, то есть чтобы он мог определить, если там, к примеру, в данном случае мат или любые другие нецензурные выражения. На этом видео заканчивается. Подписывайтесь на канал. До следующих видео. Пока.